Здравствуйте. Из шкафа внезапно выпал скелет Игоря Шувалова. В последний раз его демонстрировали в 2018 году, когда он переквалифицировался в управдома, перейдя с должности грозного вице-премьера в неприметного управляющего банка. Игорь Шувалов – один из самых богатых, ловких, изворотливых воров-путинистов. Полеты за границу его собаки на персональном самолете-собаковозе стоимостью $52 миллиона стали предметом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Путина восхищало умение Шувалова выкручиваться, зарабатывать. Ему поручали самые скользкие, неприглядные, проигрышные дела, из которых он непременно выныривал загорелый и с магнитиком. Не было такой темы, которую бы не поднял Шувалов с выгодой для политики Путина и собственного кармана. Когда Салтыков-Щедрин написал «Многие склонны путать два понятия «отечество» и «ваше превосходительство», он имел в виду таких, как Игорь Шувалов. Отпросившись из публичной политики в тихую заводь, Шувалов был перепрятан в веб. До его прихода веб считался банком. Ради Шувалова уровень банка подняли до государственной корпорации развития, подняв статус до Главного института развития России и подарив в управление 12 специализированных организаций развития. И стал Шувалов жить-поживать да добра наживать. И вот внезапно Игоря Шувалова доставили в Кремль, усадили перед Путиным, направили в лицо прожектор, скомандовали мотор, и человек, похожий на Путина, рассказал ему про импортозамещение. Прозвучало, что, во-первых, тактика по развитию импортозамещения на этапе массированного введения антироссийских санкций была правильной, однако только меры по замещению импортных разработок и обратного инжиниринга не могут обеспечить стране технологическое лидерство, то есть на воровстве вновь не удалось уехать далеко, как прежде делал Советский Союз для достижения технологического лидерства, теперь и Россия, но, как сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров, импортозамещение без импорта невозможно. Во-вторых, Шувалову было сформулировано новое кремлевское требование. Нам нужны собственные разработки и организация производства на собственных платформах. И сейчас у нас и уровень технологического развития, и состояние экономики позволяют это делать. Вот они, благотворительные последствия санкций. Как надеялся Александр Сергеевич Пушкин, Россия воспрянула ото сна, накопила обратным инжинирингом технологического лидерства, и теперь самое время еще разок учинить собственные разработки, платформы, производства. В автомобилестроении это означает дешевые автомобили, всероссийские заводы и победу «Жигулей» над «Мерседесом». Советский народ эти песни исполнял хором и охотно обманывался, ожидая, когда ему подарят мешок эскимо, новую квартиру, народный автомобиль. Не дождался. И вот опять. В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле. Станислав Ежелец. В словах Путина речь не о промышленности и удачном историческом моменте перехода с французской платформы Renault Logan B0 на отечественную от Lada Vesta. И даже не про челябинский долгострой Уралвагонзавода, не сумевшего достроить танковый завод для «Арматы. И даже не про дроновые фабрики в Алабуге и Хабаровске. Шувалова предъявили публично не ради промышленности. Его показали, чтобы не возникали дальнейшие вопросы о предстоящем финансовом дожде, который прольется на веб. Банк под управлением Шувалова декларирует прибыль и старательно предъявляет устойчивость. Но чтобы тихо продолжать пилить бюджет, ездить на фотосессию в Кремль не требуется. И на ровном месте предъявлять стране нафталинового Шувалова ни к чему. Зато когда на глазах у публики предстоит освоить неприлично много неучтенных денег, тогда необходима операция прикрытия. И сразу выясняется, что страна преодолела все трудности и вышла на новый этап. Ей предстоят грандиозные свершения под мудрым руководством опытных начальников, и главными становятся не деньги, а великий Шувалов, который пойдет в прорыв, мы за ценой не постоим. Во фронтовой Москве с прилетающими дронами, военными тайнами, слепым GPS, Лубянкой, политическими судами состоялась роскошная презентация эксклюзивного автомобиля Mercedes Maybach SL 680 монограмм.
Мерседес обещает, что эта новейшая модель перенесет в новые миры и позволит переосмыслить понятие роскоши автомобилей с открытым верхом, добавляя смелые штрихи к культовому силуэту. Фирма обещает новый уровень изысканности, первоклассные материалы, безупречное качество и мельчайшие детали, бережное создание для тех, кто ищет исключительное. Отыскать исключительное предложено по адресу Москва, Ленинградский проспект, 39А, в несуществующем офисе закрытого 3 года тому назад российского представительства Mercedes-Benz. В 2022 году немецкая фирма в строгом соответствии с политикой Германии поддержала санкции ЕС, вывела бизнес из России, закрыла офис дилеров, завод, склад запчастей, отключила проданные автомобили от техподдержки. Поэтому 2 Майбаха монограмм белого и красного цвета из ограниченной серии на презентации в Москве секонд-хенд от китайских перекупов. Вовсе нет. Германия из России ушла, Мерседес остался. Официальное представительство, открытое в Москве в 1973 году в разгар Холодной войны, не закрылось и в эту войну. Работает офис, работают дилеры, поставляются запчасти, выполняются гарантийные обязательства, приходят автовозы с новыми машинами из Германии. На них автомобили под заказ, выпущенные в разгар войны для российских клиентов. Мерседес сотрудничает с Россией с 1924 года. В 1941 сделав перерыв на Вторую мировую войну, но после 1945 продолжил бизнес, оставаясь самым любимым автомобилем советской власти. Мерседесы покупали при Сталине, Хрущеве, Брежневе, Ельцине, Путине, при Кадырове. Адам Кадыров на свадьбу получил не китайский секонд-хенд по обходной схеме параллельного импорта, а эксклюзивный Гелендваген из ограниченной серии. Официальный, произведенный под заказ в Штутгарте для России, находящийся под санкциями Германии и Евросоюза. Прежде Мерседес давал в России взятки, чтобы выигрывать тендеры. Расследование показало, что московский офис выплатил 5 миллионов евро Федеральной службе охраны, Министерству внутренних дел, Министерству обороны, мэрии Москвы. Теперь Мерседес в дополнение к обычным продажам и привычным взяткам отважно поставляет в Россию запрещенный санкциями эксклюзив. Праздник монограммного Майбаха в воюющей столице прошел, как и полагается, в привычном довоенном блеске. Блондинки, бриллианты, роликсы, шампанское, пляски. Ни для Москвы, ни для Мерседеса, ни для клиентов никакой войны не существует. Как нет никаких санкций, ограничений, запретов. Германия старательно трудится ради России, охотно празднует в своем офисе новый Mercedes Maybach SL 680 монограмм. Смысл презентации в том, что модель задумана как коллекционная, поэтому она дороже такой же, но не коллекционной, серийной для простаков. Прежде Mercedes так не переживал, зная, что его каждая модель гарантированно сначала станет культовой, затем коллекционной. Но сегодня модельный ряд состоит не только из представителей породы, но и примитивного ширпотреба, который выбросят сразу, как только накатаются. Поэтому клиенту необходимо тыкать носом в перспективы коллекционирования, заранее объясняя, на какую модель стоит обратить внимание для предстоящего Сотби. И для надежности лучше всего эксклюзивный товар привозить клиенту на дом. Поэтому в Китай Майбах монограмм везти бесполезно, зато можно гарантированно заполучить надежного клиента в Америке, Эмиратах и в России. Майбах монограмм – машина гарантированно редкая. Это не какой-то Mercedes-Benz Гелендваген Стронгер зеленого цвета Адама Кадырова тиражом 150 экземпляров. Адам до эксклюзива этого уровня не дорос. Тираж кабриолетов Mercedes Maybach SL 680 монограмм всего 13 экземпляров на планету Земля. Из них 2 в Москве ради самых тонких и состоятельных ценителей изысканности, роскоши, исключительности. Стоит Maybach SL 680 монограмм 47 миллионов рублей. Взятки в эту сумму уже включены. Быстрая машина вызывает страх.
Первыми ее начали бояться в Англии в 1865 году, приняв закон о красном флаге. Тогда паровые автомобили гоняли по британским городам с дикой скоростью 3 км в час. Требовалось обуздать, покарать, обезопасить. Чтобы в Англии воцарился мир, порядок, спокойствие, автомобилям предписали ехать со скоростью пешехода. За прошедшие 160 лет публика также старательно боится быстрых, предписывает им стать медленными. Очень нервирует, когда кому-то хорошо, особенно если на глазах у тех, кому всегда плохо. Поэтому в мире все пытаются ограничить все, чтобы везде одинаково, уныло, традиционно. Вам пора бросать пить и курить. Но, доктор, я не пью и не курю. А что вы любите? Картошку. Вот ее пора бросать. Безлимитные германские автобаны вызывают лютую зависть. Они позволяют любому ехать с наслаждением. Всякий может вскипятить кровь, обогнать ветер, стать ураганом. Техника позволяет делать это каждый день по первому требованию. Поскольку человечество 160 лет не только копило зависть, но и совершенствовало автомобили, на сегодня они стали самым лучшим, что получилось у людей. Еще не столь удачлива медицина, еще нет обитаемого космоса дальше Луны, а вот недосягаемо совершенные автомобили есть. Они безопасные, точные, красивые. Самое важное, у автомобилей есть преимущество над людьми. С ними не бывает плохих отношений, тяжелых разводов, кухонных скандалов. К ним не прилагается теща и повинность бывать на дне рождения тестя. Почему люди не запрещают друг другу модный iPhone, не ругают за Versace, не скандалят из-за Levi's, но всю жизнь ругают за автомобили и пишут про них законы в намерении ограничить, запретить, извести? Потому что автомобиль – самый верный друг человека, его любимая игрушка, удовольствие, страсть. С автомобилем слишком хорошо и просто. С автомобилем счастлив сразу, а с другим человеком только если очень сильно повезет. В Нидерландах немецким автобанам завидуют так же страстно, как и во всем мире. В Голландии нельзя быстрее 100 км в час, за превышение больше 50 отберут права, машину посадят в тюрьму, но голландцам повезло. Германия рядом, за поворотом. И когда своя страна с ее порядками, зелеными, голубыми, полицией, надоедает, голландцы мчатся к немцам и гоняют в предельную резвость на всем, что есть в гараже. Голландские тюнинговые ателье делают это не только ради настроения, но и ради проверки собственных достижений, следующих побед. Они выруливают на немецкую А-57 и уходят в точку под пение турбин. Именно этот немецкий безлимитный автобан стал любимым местом преступления для голландских тюнеров, превративших его в домашнюю гоночную трассу. Здесь постоянно поют на самых высоких нотах души и моторы. Феррари, Макларен, Бугатти, АМГ. Список длинный и быстрый. На днях по А-57 красиво ездил Lamborghini Revuelto 1015 лошадиных сил, 500 000 евро, на максимальной скорости 370 км в час. Он уверенно двигался в нужном ряду, опустевшая Германия ему не мешала, он не мешал редким немцам. Поведение местных водителей очень правильное. Они и сами так гоняют, когда получается, и ни в коем случае не препятствуют другим. Lamborghini создан для скорости, но голландцы над ним немного поколдовали и чуть улучшили. Получилось хорошо, о чем Германия была поставлена в известность самым наглядным образом. Lamborghini очень точный, ловкий, с запасом во всем. Каждый маневр он выполняет убедительно, надежно. Lamborghini аккуратно перестраивался, плавно рисовал повороты, затем выходил напрямик, выставлялся и бросался вперед. Подрулевые переключатели, отличная придумка, позволяет не отрывать руки от руля и ловко скидывать передачу вниз, уходить вверх или держать не меняя, играя лишь оборотами. Этот тюнинговый Lamborghini ездит и по гоночным трассам в полагающиеся трек-дни, но на автобане интереснее. Германская полиция получает обращения от неудачников и прочих, кто не умеет водить.
Они, как и в 1865 году, требуют от властей закон о красном флаге и скорость пешехода. Ламборгини они не упустили из виду. Его 370 км в час ощутили пощечиной, написав на него персональные кляузы. Представитель местной полиции Стефан Шпарберг ответил: «Нет никаких причин для расследования. Все законно. Нарушений нет». Трамп терпеть не может электромобили и обожает V8. Джей Ди Венса он взял к себе в команду только из-за того, что Венс написал автомобильный законопроект, который лишил электрички государственных льгот, отдав эти деньги на премии для покупки бензиновых автомобилей. Трамп ценит все, что было в его молодости. Когда трава была зеленее, солнце горячее, не было необходимости мазать лицо гуталином, не было электричек, а нормальным автомобилем считался только Кадиллак Девиль. Автомобильную тему Трамп не отпускает и постоянно вставляет свою запятую, контролируя автомобилестроение на земле. Свои торговые войны с Канадой, Мексикой он начал в первую очередь из-за производства традиционных американских машин в чужих странах, и свои неумные пошлины придумал как раз для того, чтобы вернуть американские заводы на родину. Для Трампа важно, чтобы все американское выпускалось в Америке и чтобы оно непременно было с двигателем внутреннего сгорания. Позорный эпизод с электрической Теслой не считается. В конфетно-букетный период любви к Илону Маску он публично купил красную Теслу, потом также публично продавал ее, но у Трампа было оправдание. Тесла американская. На днях 3 компании в мире сменили руководство. Первой стала Рено. Вместо стратега и политика Луки де Мео концерн возглавил Франсуа Прово. В его биографии есть русский след. Прово работал заместителем главного исполнительного директора Рено в России. Именно он в 2022 году, через 210 лет после Бородино, выводил французов из разоренной Москвы через Березину обратно на родину. Но Трамп пока оставил французское назначение без внимания. Новый руководитель у Харли Дэвидсон. У символа Америки трудности. За прошлый год продажи мотоциклов упали на 15%. Клиентура стареет, молодежи Харли Дэвидсон не по карману. По мнению специалистов, самое время нанять для управления компанией вместо энтузиаста и заядлого байкера ботаника с цифрами. Крутой парень-мотоциклист Йохан Цайц решил уйти в отставку еще в апреле, но замену ему нашли только теперь. Арти Старс, специалист по гольфу, пешим прогулкам, семейному досугу, в прошлом генеральный директор Pizza Hut. Ездить на мотоцикле не умеет. Пока Трамп размышлял, надо ли ему браться еще и за мотоциклы, за него высказалась американская пресса, давшая поздравительный заголовок. Новый генеральный директор Харли Дэвидсон – придурок, но, вероятно, именно такой человек компании и нужен. Третья замена – Jaguar Land Rover. Адриан Мардел ушел на пенсию. Руководителем он был всего 3 года, но след оставил глубокий. Во-первых, он прекратил производство автомобилей. Чтоб целый год ни одного нового Ягуара. Пусть клиенты доедают товарные остатки, залежавшиеся на складах. Во-вторых, в следующей жизни Ягуар станет электрическим. Благодаря Адриану Марделу был создан концепт Jaguar Type 2.0 и узнаваемая эмблема изменилась до неузнаваемости. И в гамме появился неприличный розовый цвет. Попутно рухнули продажи, закончились деньги. Адриан Мардел не уловил тенденцию, не ощутил закат всемирной электрификации и убил Ягуар ради состязания с, как ему показалось, перспективными конкурентами китайским Зикром и Нио. На смену Адриану Марделу индийский владелец фирмы мстительно выбрал финансового директора концерна Тата Баладжи. Весь мир отказывает индийцу Баладжи в имени и называет только инициалы ПБ, обращаясь по фамилии. И только в спину Адриану Марделу внезапно плюнул Трамп. Оказывается, Трампу есть дело до английских автомобилей. В своей персональной газете «Правда» Трамп сообщил, что бывший генеральный директор Адриан Мардел оставил компанию в полном хаосе и теперь еще и в позоре.
Попутно Трамп вспомнил рекламную кампанию Ягуара и сравнил ее со скандальной рекламой джинсов American Eagle с Сидни Суини в главной роли. Знаток и ценитель женской красоты, Трамп, узнав, что Суини официально зарегистрированная республиканка, рекламу и актрису похвалил, назвав самой горячей. Плавно спустившись с мечтательных небес и свежей красотки к престарелому гендиру, Трамп грянул рецензией. Ягуар сделал глупую и, серьезно, отвратительную рекламу. Это полная катастрофа. Кто захочет покупать Ягуар после того, как посмотрит эту позорную рекламу? Катар дал Трампу взятку с самолетом. Догадается ли Баладжи дать Трампу взятку акциями Ягуара? Пиар с Трампом получится звонкий. И даже если Трамп промолчит по поводу взятки и примет подарок молча, в этой роли он контракт отлично отработает, затмив молчанием Чарли Чаплина. Куда бежать, когда бежать некуда? Где спрятаться, особенно в случае неудачи? Как переждать, чтобы не били и дали работать? Ответ, как ни странно, один. Надо бежать в Китай. Он большой, неразборчивый. Пока местные поймут и разберутся, глядишь, тревожные времена закончатся. Пока у себя дома опасно высунуться на улицу, в Китае можно работать, как ни в чем не бывало, и в случае особой настойчивости объяснять китайцам с интонациями заносчивой уверенности: это же самое модное, самое современное, просто вы еще не доросли. В Китай бегут неудачливые люди и неуспешные фирмы. Дизайнер, наворотивший дел дома, презираемый человечеством за надругательство над семеркой BMW, Крис Бенгл, прячется на фирме Чинган. На этом же Чингане скрывается от возмездия другой неудачник Андреас Запатинос, приделавший поросячий пятачок к Субару Требека. В китайской фирме MG от побоев отсиживается чешский Йозеф Кабан, умышленно проигравший немцам облик Шкоды. В Китай эвакуировался американский Бьюик. У себя дома он проиграл все, что мог. На сегодня его модельный ряд у себя дома в Америке 4 неинтересных кроссовера. Выглядят так, что без подсказок и логотипа не догадаться ни про Америку, ни про Бьюик. Открывает гамму Envista. Ее описание на сайте производителя начинается и заканчивается 11-дюймовым дисплеем. Вроде бы есть еще руль и, кажется, 4 колеса. Про двигатель невнятно сообщается, что он объемом 1,2. Ни слова о полном приводе. В небольшом списке стандартных функций первым номером указана загадочная уверенность водителя Бьюик. У себя дома фирма еле тлеет. Зато в Китае это пламенный бренд с отличной репутацией, хорошими продажами, лояльностью клиентов, широким модельным рядом и красивыми концептами. Во-первых, для китайцев Бьюик сохранил 3 седана. Лакросс постепенно уменьшается в размерах, но все еще достаточно крупный, чтобы олицетворять Америку. Держится молодцом, щеголяет вполне современной красотой. Бьюик Регал – китайская версия Opel Insignia. Прежде был копией, теперь получил китайскую саблезубую самобытность, но остается приличным автомобилем. Бьюик Верана Pro – это Opel Astra, отстающая от Рюссельхайма на одно поколение. Машина не крупная, но китайцы довольны, поскольку благодаря эмблеме не только видят, но и чувствуют в ней настоящую Америку и очень гордятся покупкой. Помимо 3 легковых моделей, в Китае Бьюик сохранил производство минивенов. Но важнее другое. Именно в Китае Бьюик позволяет себе работу ради красоты и смело строит уникальные концепты. Имитируя экологическую озабоченность, фирма придумала все красивые идеи называть общим именем «электро». Пусть все думают, что это непременно электромобили и не ищут выхлопную трубу. На автосалоне в Шанхае американский Бьюик показал концепт с жевательным названием «Электро-Орбит» – «Красота ради красоты». Блистательная эстетика вдали от американского сумасшествия и глупого модельного ряда из 4 беспомощных кроссоверов. Автомобиль понятного всем соответствия заслуженному величию фирмы. Отсыл к шикарным Бьюикам Ривьера, блистательным во всех поколениях, создаваемых исключительно ради эпатирующего облика. Красивый Орбит
пришел на смену красивым ривьерам. В период устойчивого рыночного доминирования Бьюик постоянно позволял себе нишевые модели, на которых не планировал зарабатывать, но которыми собирался укрепить имидж. Сегодня, когда дома делать нечего, на запасном китайском аэродроме фирма позволяет себе прежние игры, создавая наперекор кроссоверам легковую красоту, исключительно ради продолжения прежней эстетики. Если американцам показать электроорбит и сказать, что это их Бьюик, они обрадуются, но не поверят. Зато когда настанет время возвращать в Америку полный размер, вновь ездить на больших красивых автомобилях, Бьюику будет что предложить. Филиппины считались 51-м штатом Америки. Официально такого штата нет, но территории, живущие под американским управлением, с американской администрацией, по-американски, своим экономико-политическим сближением порой дорожат настолько, что аккуратно обозначают себя частью Великой Америки в надежде и вправду стать официальным штатом. В 1898 году Испания, проиграв Америке войну, в соответствии с Парижским мирным договором, передала США за $20 миллионов Кубу, Гуам, Пуэрто-Рико и Филиппины. Ненужную независимость филиппинцам выдали в 1946 году, чем сильно огорчили. Но игра не прекратилась, и филиппинцы продолжили изо всех сил казаться себе американцами. Джип стал самым броским символом нежелания расставаться с Америкой. Поначалу это был оставшийся от войны Виллис, потом по Филиппинам поехал CJ II, за ним остальные модели, и каждая из них превозносилась как символ американского присутствия, обожалась, любилась, приумножалась. Филиппинцы оказались фанатичными и мгновенно смастерили из джипа полноценный культ. Они берегли оригинал и строили копии. Филиппинцы озарились повсеместным производством джипов, создавших новый тип автомобиля, национальное явление джипни. За основу брали любой джип или его мощи, удлиняли раму, заново строили удивительный кузов, двигатель несли в церковь, где его окропляли святой водой, и на дорогу выезжало чудо чудное, диво дивное, смутно похожее на джип, только крупнее, длиннее, ярче. Несмотря на повальное христианство, филиппинцы вместо предписанного канонами мрачного величия модернизировали религию на яркий буддийский манер, добавив огня и красок, и джипни как самое главное достижение, воздвигнутое в статус визуального олицетворения божественного присутствия в повседневном быту, стал выглядеть как оккультное сооружение, ближе к пагоде, чем к автомобилю. С 1946 года и до наших дней вся страна продолжает сочинять себе новые джипни, создавая их вручную во дворах, при помощи молотка в мастерских, на станках на заводах. После чего страна проводит ежегодное подведение итогов и устраивает фестивали джипни, выбирая самый красивый. Если Бразилия знаменита своими карнавалами с самбой, то Филиппины знамениты своими конкурсами красоты с джипни. Зная про свое безумное обожание и готовность смастерить из любого джипа настоящего дракона, филиппинцы, тем не менее, осознают, что выглядят в глазах остального мира дико, и понимают, что в других странах тоже любят джип, но не трехголовый с крыльями, а оригинальный, полностью аутентичный, приемлемого цвета. И если все Филиппины, по сути, являются заводом по выпуску джипов, то вполне логично, что должно существовать одно нормальное предприятие, где джип получается аутентичным, без излишеств. Называется он MD Juan, и с 70-х годов выпускает любые кузова для любых джипов, любых моделей. Главная особенность – это аутентичные кузова. Они выполнены в полном соответствии с чертежами и встают на машину миллиметр в миллиметр. Они такие же, как в Америке, но дешевле, новее, с большим трепетом. MD Juan – завод ручного труда и хорошего оборудования. Листовой металл в четком соответствии с размерами раскраивают на лазерном станке в неспешном ритме любой жаркой страны. Штамповочное оборудование, американские гидравлические прессы Норка. Они придают нужную форму каждой детали,
в нужном месте штампуя святое слово «джип». Отверстия сверлятся на профессиональных станках. Завод вполне соответствует 1946 году с поправкой на лазер. Подсборка готовых деталей производится в соответствии с предписанным первородством джипа на болтах, как это и было 80 лет тому назад. И не гайковертами, а вручную ключом. Но там, где требуется сварка, она тоже есть, разных видов, начиная с современной лазерной и заканчивая доисторической газовой. Зато если нужно подогнуть металл, это делается по-филиппински молотком. Основное на заводе производство кузова. Его готовы продавать в сборе, но не откажут и в производстве отдельной детали. Если кому-то нужна не машина целиком, а только крыло, моторный щит, рамка лобового стекла, его охотно сделают. Еще могут смастерить раму. Как правило, запчасти филиппинского производства остальному человечеству требуются для реставрации старых джипов, не постройку новых. Поэтому в большинстве случаев рама, мосты, двигатель, коробка уже есть, и необходим лишь кузов из свежего металла. Но если хочется построить целиком новый джип, раму тоже сделают. Заодно отштампуют новые колеса. Но мосты, мотор с коробкой нет. Это к китайцам или фирме Мопар. Итоговая сборка кузова выглядит пугающе, поскольку обряд рождения джипа проходит даже не на стапеле, а на полу. Разложили нужное и при помощи сварки получили необходимое. И ведь нареканий нет. Геометрию филиппинские хиллеры выдерживают полностью. Красят кузов вручную, как в любом гараже, но не из баллончика. Готовую продукцию по технологии военных лет джипа из коробки упаковывают в ящики и отправляют по всему земному шару. Любимый формат автомобильных мероприятий в Литве – собраться просто так, без повода, в любом месте, даже на первый взгляд самым неподходящим, вдали от больших дорог и выставочных площадок, выбрав точку на карте, в которой подобных событий могло не быть никогда, но отныне есть и будет внесено в местную историю. Литовские правила – все хорошо организовать, всем аккуратно приехать, всем показаться на публике, неспешно уехать. Выставка американских автомобилей в городе Нярюняй. Население города – 500 человек. В России это считается деревней. В Европе даже 500 человек умеют устроить вокруг себя город. Нярюняй достаточно древний. В 1253 году уже был. Выставка американских автомобилей собрала 50 машин и красивым караваном, проехав по городу, стала лагерем на главной площади перед культурным центром, рядом с памятным знаком, отвечающим за исторический отсчет времени. Какого года машина? Какого года? 73-го. Любое мероприятие автомобильной Литвы непременно предъявит что-нибудь удивительное, доселе невиданное, никогда не появлявшееся на людях. Эпохальный AMC Hornet.
Имя ему досталось в наследство от великого автомобиля Hudson Hornet после того, как фирма Hudson вошла в American Motors Corporation. AMC Hornet дебютировал в 1970-м. Фирма провозгласила его компактной малолитражкой со всеми удобствами. Реклама обещала скромную машину с нескромным комфортом. Но Америка не умеет быть мелкой и невзрачной, поэтому представления о скромности и малолитражности в европейские каноны инженера Прокруста у американцев не умещаются. В длину Hornet 4,5 метра. Его малолитражный мотор – рядная шестерка объемом 3,3 литра. American Motors Corporation образовалась путем слияния двух великих фирм Hudson и Nash. И если имя Hornet у модели из сундука с наследством мисс Hudson, то малолитражный двигатель – это наследство фирмы Nash. Мотор семейства Nash Rambler дебютировал в 1940 году, постепенно рос в объеме и мощности, хотя малолитражным не был даже в начале. Он настолько славился надежностью, что кроме автомобилестроения применялся в роли судового двигателя. В конце 60-х Америка начинала пробовать на вкус модный передний привод, но Hornet остался заднеприводным с обычным неразрезным мостом на листовых рессорах. Популярным он стал сразу. При цене в $1994 он был оснащен интереснее и лучше, чем конкуренты за такие же деньги. Помимо собственных комплектаций, модификаций, Hornet получал спецверсии, вызывавшие у публики экстаз. Например, Hornet Levi's или Hornet Gucci. Очередь за Hornet'ом выстроилась настолько большая, что его производство было организовано не только в Америке, но еще и в Мексике и в Австралии. Самое неожиданное в биографии модели – в ЮАР. Ее собирали по контракту на заводе Toyota. Когда в 1960 году появился этот Линкольн Континенталь, перевернулся мир и Ленин в гробу. Автомобиль потряс советских конструкторов. Они потеряли покой, сон и квартальную премию и принялись воспроизводить близко к тексту. Это был период советского лимузиностроения, когда правительственный ЗИЛ не старался выглядеть Роллс-Ройсом и хотел быть Линкольном. Но справились с задачей не на ЗИЛе, а на ГАЗе. У них новая «Чайка», ГАЗ-14, в основном была похожа именно на Линкольн. «Континенталь» выпускался с двумя типами кузова – седан и кабриолет. Оба варианта четырехдверные, с непривычным открыванием задних дверей против хода. У кабриолета все 4 двери без рамок, стекла прячутся бесследно. Привод крыши на 2 гидравлических домкратах и соленоидах. Спрятавшись в багажнике, крыша исчезает, сверху ее монументально накрывает крышка багажника и дополнительная секция, превращая силуэт в бесконечный по длине и красоте автомобиль. Данный «Континенталь» 1967 года – это второй рестайлинг. Несмотря на прежний облик, в действительности это совершенно новый кузов. В отличие от первого рестайлинга, этот еще длиннее и шире. С ним автомобиль стал в длину 5 метров 61 сантиметр. Мотор у него больше и мощнее. Двигатель объемом 7,6 литра, мощностью 365 лошадиных сил.
Кадиллаку идет красный цвет. Советский правительственный автомобиль такой игры красок себе позволить не может, поскольку всегда на службе. Американец в состоянии позволить себе все. Cadillac Fleetwood Eldorado Convertible 1974 года. Двигатель V8 объемом 7,7 литра. Мощность 500 лошадиных сил. Машина, чтобы украшать собой любое место, где она находится, в диапазоне от Америки и до маленького литовского города Нярюнай, где на фоне американского флага, в присутствии и под сенью Кадиллака, клуб капитанов выходного дня тихими голосами обсуждает политические новости, которые в подобном антураже становятся менее пугающими. Chrysler New Yorker 10-го поколения 89-го года выпуска, он же Chrysler 5-я авеню, поскольку истинный New Yorker в 2 раза больше, а этот сделан на среднеразмерной переднеприводной платформе M-Body. Машина из всесоюзного десанта, пришедшего в наши земли в перестройку. Новыми мы их так и не застали, но в 90-е ими были оснащены рынки и комиссионки по всему периметру. Больше всего в Нью-Йоркере озадачивала хрустальная эмблема. В то время логотипом Крайслера была звезда в пентагоне, в выпуклом пятиугольнике, точно такая же, как в сердечнике кремлевских рубиновых звезд. Фирма Chrysler тогда не сообразила сделать из этого сходства рекламную кампанию под условным девизом «Всю советскую власть вместе с Крайслером». И вот на многих машинах эмблема была не в виде звезды, а в виде кристалла. Прилагалось объяснение. Это специальная хрустальная версия улучшенного качества и повышенного ресурса. Советским людям очень импонировало, что у американцев, как и в СССР, качество было разное, но на экспорт непременно улучшенное. Двигатель 3 литра, 142 лошадиные силы. Сегодня это редкая машина. Вопросы, ответы, реплики про гаишников, если помните, послесловие к прошлой программе. Дмитрий Макаров. Как зарабатывают? Мне гаишник сам на клочке бумаги обрисовал сумму денег, за которую он готов был мою только что угнанную машину вернуть и лично перегнать от бандюков обратно ко мне. Дело в Самаре было. Empty Silent. С инженерами все нормально. Проблема в том, что задачи им ставят маркетологи, а маркетологи делают то, что продается. Значит, виноваты во всем мы, потребители. Но мы с вами не заказывали то, что из себя представляют современные автомобили. Если бы кто-нибудь ориентировался на нас, то техника из поколения в поколение оставалась бы без особых изменений. Не случайно мы с вами ездим на одном и том же, по 10, по 15 лет. Задачи сами себе ставят инженеры. И у них всегда получается плохо. Поэтому журналисты придумали тест-драйвы, чтобы тыкать инженеров носом в ошибки. И каждая новинка всегда получает очень много замечаний и негодования, после чего производители проводят работу над ошибками, которую маскируют под рестайлинг. Маркетологи пытаются все это продать, придумывая несуществующие преимущества и нелепые достижения. КСО. Я не согласна насчет того, что автопилот никто не заказывал. Есть очень много людей, которые предпочтут, чтобы их возили, а не управляли сами. Кто-то боится, кто-то утомляется, кому-то интереснее заниматься в процессе езды чем-то другим. Думаю, даже меньшинство водителей на дорогах общего пользования именно наслаждается вождением. Большинство делает это в силу необходимости, и им автопилот только в помощь. Есть очень много людей, которые предпочтут не только автопилот. Они не справляются и с остальной жизнью. И предпочтут, чтобы за них чистили зубы, варили кашу, мыли пол, убирали кровать, стирали рубашку, чтобы за них сдавали контрольную, писали диплом, защищали диссертацию, чтобы за них ходили на работу. На автопилот большой спрос
не только за рулем. Владимир Вуор. Вот бы отправить автора в какой-нибудь МРЭО на административную практику или группу розыска, чтобы внес свои новшества в работу. Дальше собственного гаража вы не видите. Не знаете, что группа розыска ГАИ не занимается розыском угнанных автомобилей. И ваш уровень понимания мира не выходит за пределы МРЭО. И ваши смелые идеи не масштабнее одного города. ГАИ – это не город, это система. И мы с Травиным и Ольшанским меняли ее сверху, а не как вы мечтаете вдоль забора. И с Травиным и с Ольшанским мы меняли административную практику и административный кодекс, и правила дорожного движения, и методику поиска угнанных автомобилей по конфликту 3 баз. Но это слишком огромно для понимания. У вас вершина горы – это МРЭО. На сегодня все. До свидания.